Давайте вместе попробуем ответить на важный вопрос. Почему наша стратегия на референдуме – это действие, а не бездействие? Самое популярное возражение против стратегии Демсил на референдуме – ну окей, придем мы на участки, поставим крестики и что? Лукашенко сразу уйдет? Ну давайте, конечно, будем реалистами. Скорее всего, сразу после недействительного референдума он не уйдет. Повод ли это не противодействовать? На мой взгляд, точно нет. Ведь, исходя из этой логики, Демсилам не нужно заниматься и внешней повесткой. Может быть, тогда не нужно заниматься борьбой, используя внешнее давление. Едва ли мы можем с этим согласиться. Возьмем санкции. Уже 5 пакетов принято только ЕС. Приняли санкции также США, Канада, Великобритания. Недавно к санкциям Евросоюза присоединилась и Европейская ассоциация свободной торговли в полном составе. И еще 4 европейские страны, не входящие в ЕС. Даже Сербия. Но Лукашенко пока не ушел. Стоит ли нам прекратить работу в этом направлении? Стоит ли экономистам Народного антикризисного управления, например, перестать готовить аналитические записки и письма санкционным регуляторам? Нет, мы продолжаем действовать. Или возьмем юридический аспект. Свежий пример. Польский адвокат Томаш Велинский, наш союзник и партнер, участник конференции Народного антикризисного управления в Нюрнберге, направил в прокуратуру Польши материалы для обвинения Лукашенко и его пособников в геноциде и преступлениях против человечности. Да, это огромный пакет документов. Его долго будут изучать и долго принимать решения. Значит, не нужно заниматься этой работой? Нужно. И мы продолжаем действовать. Все, что мы делаем для ослабления режима, для лишения его всех возможных ресурсов, политических, дипломатических, финансовых, юридических. И легитимность – это тоже ресурс. Сейчас этот ресурс у режима практически на нуле. Но референдум может стать для него источником пополнения легитимности, а значит и усиления самого режима. Можем ли мы наблюдать, как он пополняет этот ресурс, пока мы с вами бездействуем? Нет и еще раз нет. Экономическое давление. Мы не можем позволить ему пополнять финансовые ресурсы, и поэтому мы уже сейчас готовимся к 6-му пакету санкций. Юридическое давление. И поэтому мы ведем активную работу по признанию режима преступным и террористическим на международном уровне. Политическое и дипломатическое давление. И поэтому не прекращается внешнеполитическая работа штабов. Мы не отступаем и действуем в рамках нашей стратегии. Потому что есть только 2 пути – действие и бездействие. Вот и давайте представим, что бы было, выберем мы бездействие на внешнеполитической арене. Так почему кто-то всерьез позволяет себе говорить о бездействии внутри страны? Нет, это не наша философия. И поэтому мы действуем и предлагаем действия всем вместе. Прийти на участки, сделать референдум недействительным и не позволить режиму пополнить истощенный запас легитимности. И дальше мы тоже предложим действия и будем это делать вместе, потому что только нашей активностью и можно добиться победы, пусть и не в один момент. Только нашей активностью, а не находясь в режиме пассивного ожидания, можно добиться перемен. А бездействием и молчаливым согласием нельзя. Нельзя добиться ровным счетом ничего.